Всем доброго вечера, друзья мои. Хочу вам рассказать удивительное явление, которое со мной произошло вчера ночью. Расскажу вам с черным экраном, потому как картинка обычно отвлекает от сути, от того, что хочется сказать, не дает концентрироваться на словах. Вчера мы ездили по делам, у меня даже голос охрип. Я трудно переношу вообще поездки. После операции у меня немного нарушена там, связанная с поездками, с укачиванием и прочее. Трудно переношу, поэтому очень сильно устаю и вся разбитая приезжаю. Ложусь спать рано. Видимо, не случайно все это совпало, чтобы случилось то, что должно было случиться. И за мной пришли. Я бы могу сказать, то есть я бы сказала, да, неправильно сказала. Я бы сказала, что мою душу забрали в мир духов. Причем это был не сон, не видение, а реальность. Мне показалось, что я проснулась. Я проснулась и увидела на краю кровати сидит женщина. Очень обычной внешности. Никаких особенностей или сияния, или чего-то такого. Обычная женщина крестьянской внешности. В такой мешковатой такой одежде. И цвет, наверное, темно-серый. Поскольку у меня здесь свет горит всегда всю ночь, и четко ясно можно видеть силуэт человека. Но это был не силуэт, это прям вот сидела женщина. Но она так сидела, что я не чувствовала тяжесть на кровати. То есть на матрас это никак не влияло. Как будто она сидела и не совсем сидела, парила, что ли, вот над матрасом. Мне показалось, что кто-то пришел к нам домой. То есть пришла кто-то, незнакомка. Я попыталась понять, кто эта женщина и как она сюда зашла. И случайно мой взгляд, как я подумала, мой взгляд упал на кровать, где я увидела себя. Себя с этой ночной маской для глаз, закрывающей. И я поняла, что это уже не я вижу эту женщину, а моя душа. Я вышла из тела. Но самое интересное, знакомое ощущение, потому что так уже не раз было. У меня это с детства, когда я получаю удар, то душа выходит из тела, покидает тело. Вот в этот момент я вижу себя со стороны. Видимо, это специально так организовано мое строение души и психики, что чтобы я не чувствовала боли. Или когда мне очень больно, душевно очень больно, такое ощущение, что я выхожу из своего тела. И я наблюдаю за собой со стороны. Но это невозможно объяснить словами. Это не объяснить никак. Это как будто бы тело твое живет, существует, но ты выходишь. И если с этим телом что-то случится, ты не почувствуешь ни боль, ни страх, ничего. Ты вышла уже. Ты успела выйти.
Это как, знаете, как горит на человеке одежда, но он успел скинуть себя. Все, ему вреда это не доставит никакого. То же самое. Поэтому для меня выход из тела, он как бы реальный и очень частый. Или могу, если случайно, поскольку вы знаете, что я человек, который видит мир наполовину, да, этой стороной очень часто могу ударяться. Но вначале было чаще, а сейчас уже привыкла прям каким-то чутьем. Обхожу на удивление острые углы. Но если бывает, что могу удариться, не увидеть, у меня сразу же выход души из тела. И когда уже, это буквально доли секунды, 3-4 секунды, как будто тебя отключили, и ты прям вышла, увидела себя со стороны, потом обратно заходишь, и вот эта острая боль уже не чувствуется. Знаете, когда ударяешься там коленом или ударяешься локтем, вот это самые болючие вот эти вот места, вот эти от этих ударов, вот, то есть я практически их не чувствую. Я успеваю выйти из тела, скинуть эту одежду. И вот поэтому мне это знакомо. И я сразу поняла, что я вышла из тела. И что эта женщина, она не женщина. Это кто-то, некто. И она говорит, пойдем. И притягивает мне руку. Так, спокойно, без суеты. Она сказала, пойдем. Спокойным голосом. Мне показалось, что я дала ей руку. Хотя я себя не увидела. В пространстве вообще не увидела. Но она меня видит. И мы с ней ушли. Раздвинулось пространство. Раскрылось. Исчезла моя комната. Исчезло все. И мы зашли вот просто как бы. Пошли вот дорога. Некая дорога невесомости. Мы идем. Я понимаю, что это дорога. Она куда-то нас ведет, направление. Но что там под ногами, я ног не чувствую. Мы просто плывем вот так. В одном направлении, как поезд идет по своей дороге. По своим рельсам и как бы на автопилоте. Вот она идет, и я сзади. Она держит меня за руку. За руку, которую я не вижу. Но я чувствую, что я с ней как-то связана, привязана к ней. И она меня тянет за собой. Я пошла без страха. У меня первая мысль, умерла, что ли? Думаю, я умерла? Может, уже умерла. И потом думаю, если умерла, пусики, мусики, ладно, кто-нибудь позаботится о них. А что еще? Книгу не дописала. Значит, не надо было. Сколько написала, столько и хватит. Не было вообще сожаления. Никакого. Легкость. Сказать, что радость я когда-то испытывала, когда умирала. Давно. В молодости. Но сейчас вот ни страх, ни радость, ни сожаление, ничего не связывает. Меня вот просто забирает. Знаете, многие думают, что когда я умру, я буду переживать мои дети, мой дом, моя работа, мое дело, имущество. А что с этим? Вообще отрывает так, вам становится все это вообще не важно. Абсолютно не важно. Материальный мир становится никаким. Такое чувство, что у вас забирают вот то, что у вас в этом мире есть, но дают вам взамен вот всю вселенную тебе дарят. Вот если вот один дом или вся вселенная, что ты выберешь? Что лучше? Но мы как земные люди, как люди, которые живем в физическом мире, скажем, конечно, свой дом, свой угол, зачем мне, что я буду со вселенной делать? Но в этот момент, когда уходит человек, он просыпается в другой реальности. По-разному. Если он уже ушел подальше, очень далеко от своего тела, он может не видеть ничего, ни комнаты, ни родных, ни свое тело, ничего. Он может очутиться вообще в другом месте, посреди поля или еще где-нибудь. Это физически вы чувствуете. Это не сон. Это вот как я сейчас с вами разговариваю, я чувствую, что я есть, существую, вот сижу.
то же самое вы чувствуете, только вы себя не видите в пространстве. Но ваш разум реально все это чувствует. И так бывает. Но бывает, что, например, вас плавно вытаскивают из тела. И в этот момент вы видите все, что вокруг происходит, весь материальный мир видите. Я не знаю ни одного человека, который бы испугался уйти. Может быть, тот, который сделал нехорошие вещи и боится расплаты. Когда мы говорим, что вот лучше бы мой враг умер. Нет, когда вы говорите, что вы хотите видеть расплату своих врагов в этом мире, я хочу вам сказать, что если они здесь хоть как-то расплатятся за то, что сделали, это немного облегчит их участь в вечности. Вот самое страшное, что их ждет, это там. Поэтому, если вы что-то сделали, радуйтесь, что вы расплатились здесь, а не там. И вот мы с ней шли, плыли, не знаю, уходили, как угодно. Не могу описать, потому что все, что там есть, вне нашего разума, оно настолько другое, что земными словами мы не можем описать, что там. Примерно, приблизительно, 10%, самое, наверное, больше. Дальше уже никак. И вдруг мы оказались в каком-то в темном, даже не темном, а темно-серое, какое-то графитового цвета пространство. Прям вот плывет все. Знаете, не знаю, как описать, но ничего. Абсолютная пустота. Наверное, вот это слово пустота это и есть ничего. Нет там ничего. И вот мы оказались там, где ничего нет. И мы шли по этой пустоте вперед, и впереди я увидела очень яркий свет, как будто бы звезда горит, мерцает. Очень яркий свет, и мы вот по этому свету идем. То есть идем к этому свету, и приближается этот свет, и открывается огромный мир, не знаю, космос, вселенная. И я вижу перед собой, знаете, как острова, как отдельные миры. Я так понимаю, что это отдельные миры, какие-то отдельные миры. И она мне говорит, вот видишь, там обитают врачи. Я говорю, а разве они, не как все люди не приходят к своим предкам? И она сказала, они могут прийти к своим предкам, но предназначение человеку на земле дается не просто так. Он свое предназначение, профессию продолжает после земной жизни. Поэтому они приходят к своим предкам, но в то же самое время они должны уходить и выполнять свою функцию или миссию как-то. Она же не говорила со мной вот так вот, рот открывая. Она шла и мне отвечала. Подсознательно, телепатически, неважно. Ее голос звучал у меня в голове. Головы-то не было, непонятно, что я была, сгусток. Но звучало во мне, в моем подсознании, что она говорила, я ее понимала. И вопрос я задавала точно так же, мысленно. И я говорю, а что они делают? Какую миссию здесь продолжают выполнять? Она говорит, ну как же, лечат людей. Я говорю, ну людей как они лечат? Они же умершие врачи уже. Это уже их души. Да, но они могут прийти во сне и исцелить человека. Если человеку не дано уйти, они могут прийти во сне и исцелить. И я вспомнила рассказ одной женщины, которая умирала, ее уже отправляли домой.
Ей было 30 лет, у нее был маленький ребенок. Родственники уже поговорили с врачами. Ну, это ровесница моей бабушки была. У нее был рак. И ей показалось, не показалось, а она ночью открыла глаза. Ее готовили уже, чтобы на следующий день уже отправить домой, умирать дома. Она открыла глаза и увидела, как врачи ее забирают на каталке. Она подумала, что, видимо, ей стало плохо или что, или экстренная операция. Начала задавать вопросы, ей не отвечали. И, значит, ее привели, подготовили к операции, как тогда делали все это, поставили ей систему, и она отключилась. И она проснулась уже в палате и подумала, что ее оперировали. Причем она увидела синяк на руке, как бы место укола. Она подумала, что ночью ее оперировали экстренно. Позвала своего доктора, спросила, почему ее оперировали, что с ней было. И врач начал смотреть в недоумении на нее, мол, кто вас оперировал? Вас никто вас не оперировал. В этот день она начала вставать, значит, поела. Все были удивлены. Ее еще продержали там недели 2, начали анализы сдавать. И у нее исчезла онкология. И она рассказала врачу, но врач сказал, посоветовал ей, сказал, что это вследствие очень сильного стресса, не надо об этом рассказывать. Ну, потому что тогда могли бы в дурке закрыть за такие рассказы. И она, естественно, не говорила, сказала только близким, больше никому. Потом уже начала рассказывать. И вот когда она мне сказала, что врачи приходят во снах и спасают тех, кому еще рано уходить, я вспомнила этот рассказ. И еще она сказала, а еще они могут подсказать способ лечения тем докторам, которые на земле. Они могут подсказать и помочь вылечить людей. Поэтому они свою профессию здесь продолжают, она мне сказала. Вот эта страна или мир, ну, в общем, вот что-то в этом роде, мир врачей. Потом я смотрю, огромные деревья стоят, знаете, в невесомости, как дубы, но другие. Огромные ветки, на них какие-то сверкания. Перемещаются эти сверкания, как звезды, вот так мерцают по дереву и перемещаются от корней наверх, вот так. И она мне говорит, это родовые деревья, смотри. Я вижу некоторые маленькие, еще, ну, как бы не такие могущественные, некоторые очень большие. Я даже не знаю, как объяснить, как площадь целого села, наверное, вот так вот, если описать издалека. Он огромный-огромный ствол, ветки, очень здоровые, красивые деревья. И вижу, есть среди них уже такие уже высыхающие деревья, и есть уже сухие деревья. Я спросила, что это за деревья? Она, родовые деревья. Вот те, которые высохли, она говорит. Это проклятые роды. Их родовые деревья высыхают. Слетают со светок души этого рода и растворяются в космосе, в мироздании. Растворяются. Поэтому вы должны там жить так, чтобы ваше дерево вашего рода здесь находилось вот в таком состоянии, показывает на эти могущественные корни. А знаете, как в воздухе эти корни, то есть как будто бы вот выкорчевывают дерево, да, и вытаскивают этими корнями, и вот оно висит в воздухе. Вот такое ощущение, огромные длинные корни прям спускаются вниз, как осьминоги. И очень красивые, прекрасные деревья, которые переливаются, сверкают вот этими мерцаниями, звездами. А она мне говорит, видишь корни? Они питаются своими потомками.
Но если нужно, и сами помогают отсюда, у них всегда должна быть связь. А это проклятые роды, она сказала. Потом я вижу, как веревками спускается кто-то, какие-то сгустки, похожие на человека. Они спускаются вниз по этой веревке, с дерева вниз, в это пространство, невесомость. И вот пока они спускаются, они, значит, приобретают такие очертания людей. И уходит уже в это вот, когда теряется, уходит, то есть потерялось с нашего взгляда, но оно вот постепенно, когда уже приближается, как будто спускается на землю. И уже ближе к тому, когда вот эта вот граница между невесомостью и дальше уже мир людей превращается в младенца. Вот этот маленький ребенок своими ручонками, он, значит, спускается по этому стволу, висит там веревка. И я говорю, а кто они? И он говорит, это род посылает душу, чтобы она родилась там, внизу. А потом я вижу, что некоторые деревья поднимают свои корни вверх, и на этих корнях висят дети. Но они неподвижные. Поднимается вот это вот неподвижное тело младенца. Потом это тело, как оживает, начинает подниматься по этой веревке назад, превращаясь постепенно в этот сгусток и скрывается внутри вот этих вот огромных этих веток, листья, в общем, вот что-то похоже на листья. Вот она туда уходит. И она мне говорит, это души, которые не захотели остаться на земле. Они захотели родиться, но быстро передумали. Мы их забираем назад, чтобы не мучились. Поэтому он и вышел, и поднялся в виде младенца, вернулся в свое родовое древо. Потом мы с ней подходим, такой невидимый лифт. Не видно ничего. Мы не сели там в стеклянный лифт или что-то. Но мы встали где-то так, и она начинает нас спускать вниз, как по нижним этажам. И она останавливается и показывает. Вот смотри, здесь души, которые ждут очереди родиться. Там огромное количество различных душ. Это силуэты, сгустки. Некоторые красного цвета, некоторые фиолетового цвета. Они бьются, как сердца, знаете, сердца вот так бьются. И на этих сердечках, не сердечки, там вот сгустки, но они так пульсируют. И на них, как будто вот, когда вот зимой приближаешься к стеклу, и с улицы видно твое лицо чуть-чуть, силуэт, да? Вот что-то в этом роде. Как будто внутри них силуэты, как будто внутри них кто-то сидит, и они приближаются к этому, к стенке вот этих сердечков, и оттуда видны лица, то есть очертания лиц людей разных, мужские, женские, разные. Ну, понятно, что мужские, женские по очертаниям, но у них ничего нет, у них нету бровей, у них нет ничего, у них просто вот, я даже не знаю, какой-то сюрреализм, вот такие нарисованные, однообразные лица, которые подходят к этому и приближаются, отходят. Зрелище не очень приятное, но у меня страха нет, больше любопытства. Потом вниз спускаемся. Внизу стоит такой вот сероватый такой какой-то мир. Горы, вот знаете, хмурый день, что-то в этом роде. И уже на человеческие силуэты похожи, прям люди, как будто перемещаются, ходят, вдвоем идут, один идет, два, ну, в общем, вот так много. Мир, люди что-то там делают. И она говорит,
Это души, которые наказаны, но их преступление перед Вселенным не самое страшное. Вот они здесь отрабатывают свой срок, свое время, а потом их поднимем наверх. Дадим им возможность чуть подняться. Ну, не всем, конечно, но многие отсюда уйдут наверх. Потом спускаемся вниз. И она говорит: а теперь я тебе покажу, немного, она сказала, немного тебе покажу воронку зла. Смотри, вот это ад, она мне сказала. И я вижу паутину, как гигантская паутина. Там тоже есть души. Я не скажу, что там страдают, но там веет злом. Там жуткое ощущение зла. И какие-то вот именно людские такие силуэты, исхудалые какие-то, жуткие, исхудалые, с какой-то гримасой такой неприятной. Она мне говорит: они вечно голодные. Их отправляют потом на землю, чтобы они собирали себе еду. Они питаются вашей болью, страхами. Вот здесь обитают страхи. Это и есть тени ночные, которых вы так боитесь. Они здесь живут. Это их место. Я говорю, ну это значит не совсем ад, если им нравится здесь жить, и она хорошо себя чувствует. И она мне говорит: я тебе не показала самое страшное и не покажу. Тебе это видеть ни к чему. Но тем, кто сюда придет, они должны знать, что они за все здесь заплатят. И вот я вижу, что вдалеке какие-то безобразные существа. Они начинают как бы шевелиться, знаете, как пауки из этих коконов выходят, жуткие, страшные существа. И эти тени начинают бегать туда-сюда. То есть они боятся их, жутко боятся. И вот как только эти безобразные создания появляются на фоне, эти тени начинают жутко уходить. Я вот почувствовала тот самый ужас и страх, который они испытывают постоянно в этом царстве зла. Это их царство, они злые души. Они вернулись назад в свое царство, откуда были рождены. Но для них это место такое жуткое, такое страшное и такой мучительный голод. И они должны отрабатывать, знаете, как в нашем, то есть физическом плане это кусок хлеба, они должны отрабатывать какую-то энергию, чтобы их страдания хоть на время прекратились. И это вот такое жуткое место, вот это вот маленький кусочек, который мне показали, мне было достаточно, чтобы понять, что ждет определенные души. Там нет огня. Там никто никого не жарит, никто не парит, никаких кастрюль и казанов, где там людей кипятят, нету. Но там есть такой ужас и страх. Это царство вечного страха, вечной душевной боли, безумного страха. И поэтому это еще намного страшнее, чем все представление, которое было сказано про ад. Потом говорит: а теперь поднимемся наверх. Она меня подняла наверх. Очень высоко. Все это исчезло, все миры. И она мне показывает землю. И земля горит. И оттуда идут и идут беспрерывно, поднимаются такие сверкающие объекты наверх. Я говорю, это, наверное, души, которые только что новопредставленные. Он говорит, да, правильно, это души. Вот они сейчас поднимаются, будут ждать в Междумирье, которые вы называете чистилище. Некоторых отправят исцелить душу.
Я вспомнила свой сон про госпиталь, где души исцеляются, а потом их отправляют. Те души, которые достойны исцеления, которые пришли с этими страданиями, ужасом, страхом, вышли из тела, их должны успокоить, снять эту энергию ужаса и страха, и только тогда отпустить те миры, куда они пойдут. Чтобы они вот этот шлейф страдания земной жизни с собой не несли. Я так поняла. И вот весь мир в огне. И огромное количество каких-то жутких таких созданий черных, как, знаете, тоже как пауки вокруг мира, как облепили нашу планету. И она мне говорит, это то зло, которое вы создали. Вы, люди, создали. И оно вас облепило. И это зло сужает вокруг вас свое кольцо. И еще долго вы будете расплачиваться за то зло, которое создали. Вы сами вокруг своей земли, своей жизни и своего мира. И я спросила, а будет ли то, чего мы все боимся, ядерного взрыва? И она сказала, ядерный взрыв одним махом покончит с многими из вас. Вы попадете в свои миры, и на этом ваше страдание закончится. А тот, кто управляет миром, и тот Бог, который создал тех, кто управляет миром, ему не нужно вас освобождать одним махом. Ему нужно с вас получить гаввах, боль. Поэтому какая выгода вас уничтожать сразу же? С вас будут выжимать эту боль. И все в ваших руках, сказала она. Но человечество не осознает никогда. Вы можете это зло победить очень быстро, не подчиняясь этому злу. Но человечество глупое, оно будет делать так, как прикажут и скажут. И я говорю, а ведь разумные тоже страдают. И она сказала, да, разумные тоже страдают. Но, как видишь, здесь прекрасный мир. Их страдания здесь заканчиваются. А жизнь, а дети, а страны, а родина, а родные, как всех оставить и прийти в этот прекрасный мир? Всему свое время, сказала она, каждый придет в свое время. Но если уж придут раньше, как вам кажется, значит, время пришло раньше. Нет безвременной смерти. Да и смерти нет. Потом она мне показывает, стоит огромный шатер, и вдруг открывается такой мир необычный. Крики, песни. Я бы даже сказала, какое-то ощущение пьяного какого-то пира. И она мне говорит, пойдем. И вот подходим к этому шатру, она раскрывается. Там сидят огромное количество мужчин, женщин меньше, в основном мужчины. Некоторые с короной на голове, некоторые со шлемом, некоторые просто солдаты нашего времени. Огромное количество, миллионы их. Просто раскрывать этот шатер и показывает вот так вот, как бы бесчисленное количество. Она не заканчивается. Это очень длинный большой шатер, в котором накрыт стол, и там различные явства, пьют, гуляют, костер посреди шатра, танцуют, как какое-то безумное такое, знаете, какая-то пьяная, безумная, ну не оргия, но
пир, радость, безудержная. И я вижу, что к шатру подходят новые и новые мужчины, в основном мужчины. Их радостно обнимают и тянут туда, внутрь. И я сразу сказала, это Сварга или Валхала? Она говорит, да. А здесь воины. И я спрашиваю, а как так? Они же разных национальностей, народностей. И она мне говорит, посмотри на них. Они друг друга понимают? Я говорю, да. Многие из них друг против друга воевали, даже убили друг друга. И пришли сюда. Ты видишь, что они сидят за одним столом? Я говорю, да. Вот. Здесь все друг друга поймут. Я спрашиваю, а есть разница? Все же созданы люди разные, разных национальностей. Отличия есть между ними? И она мне говорит, они не просто созданы разные. Так нужно, чтобы они были разные. Они несут разную энергию в мир. Если бы энергия была только одна, мир бы не выжил. Энергии должно быть много. Только тогда мир выживает. И когда сюда поднимаются, они несут эту энергию сюда. Я говорю, национальность сохраняется человека? Она мне сказала, да, сохраняется. Но здесь никто не враждует. Они не привязаны, понимаешь? Мне сказала она. Они здесь не привязаны ни к чему. Сегодня они на Перу, завтра они могут пойти в свое родовое древо. А хочешь, я тебе покажу духовную Россию? Вот посмотри, она показывает. Я вижу огромная такая часть какая-то космоса. И там не написано «Россия». Ну, множество людей, людские силуэты, души людей. Может быть, мне так нужно было показывать, чтобы я поняла их. Потому что я пока еще земной человек, я еще не в духовном мире живу. И она мне показывает, и вот так вот в различных одеждах, и светлые, и темные люди, и современные люди, и стародавние времена, и в этих лаптях, и в княжеских одеждах, и в одеждах XVIII века, утонченных. Огромное количество людей. Она мне говорит, вот это вторая Россия здесь, духовная. Это предки тех, кто в России живет. Они здесь, видишь? Я говорю, а есть там духовная Армения, Грузия? Конечно, есть, она сказала. А как происходит, как эти души между собой взаимодействуют? А как их родовое древо? Я же тебе говорю, здесь никто ни к чему не привязан. Но есть определенные функции, которые должны выполнять. Если они это выполняют, потом они свободны, они могут делать, что хотят. Но есть то, что они должны сделать. Они не просто так родились и не просто так пришли сюда. Разных национальностей, разных профессий, разных уровней сознания. Они же не просто так родились. Нужно было, чтобы они родились и пришли сюда. Души. И вот я вспомнила свою лекцию, откуда мы приходим и куда мы уйдем. И я понимаю, что все, что я говорю людям, еще до таких видений, это подсознательно мне подсказывали и подсказывают по сей день. И что я все, что вижу и говорю, я действительно говорю как есть. Я не ошибаюсь в своих теориях. Я говорю, и причем я не спрашиваю ее имя. У меня нет желания спросить, как тебя зовут, кто ты. Никакого. Может, мне просто закрыли это желание. Я говорю, вот столько жертв, сколько людей погибает последние 100 лет уже, сколько погибло. Выживет ли эта цивилизация? Она мне говорит, это же не единственная цивилизация, которая существует. То, что вы не видите,
не значит, что этого не существует. И потом, не надо оплакивать мертвых. Они домой вернулись. Живых оплакиваете. Вам еще в этом аду быть. А мертвых зачем оплакивать? Вот смотри, мне говорит, вот так показывает рукой. Смотри, как прекрасно все. Разве ты не хочешь здесь остаться? И я вот ловлю себя на мысли, что я хочу там остаться. Потому что там очень красиво. Там разные миры. Там различные явления. Там огромные красивые деревья. Я говорю, а мне можно увидеть мое родовое древо? И она мне говорит, можно, вот смотри. И показывает рукой вдалеке. И я вижу вдалеке, я не скажу, что очень мощные, огромные дерева, были помощнее, побольше, но такое красивое. Очень красивые, очень здоровые, красивые дерева. Но не очень огромные, потому что там были такие, что невероятные. Ну, мое, скажем так, среднего, наверное, уровня дерева. Я говорю, там души моих предков. Она сказала, да, но тебе туда сейчас нельзя. Ты не вправе туда идти. Я даже хотела спросить, а могу я свою тетю увидеть там? Можно я подойду? Она сказала, нет, нельзя тебе туда. И потом подняла руку, как будто вот так помахала этому дереву. И оттуда, знаете, вот как мы в детстве зеркалом играли, вот эти солнечные зайчики пускали. И оттуда вот такой вот блеск. Что-то блеснуло несколько раз, как будто, не знаю, как маяк, как помаячили, я не знаю, посигналили. То есть они показали, что они меня увидели, знают, что я там. Но подходить, к сожалению, мне не дали. Я говорю, а зачем я это все вижу? А затем, чтобы ты понимала, что в этом мире ничего просто так не происходит. Потусторонний мир наполняется. В эти годы очень много душ сюда придут, она сказала. Не надо их оплакивать. Я говорю, ну как не надо оплакивать, ведь много молодых, которые уходят, так и не увидев ничего в жизни. И она мне говорит, я тебе еще раз... Нет, я тебя еще раз спрашиваю, ты хочешь здесь остаться? Я говорю, да. Неважно, что они там думают, неважно, кто по ним скорбит, важно, что когда они видят этот мир, они здесь счастливы. Они домой возвращаются. А зачем скорбеть о тех, кто вернулся домой? Плачьте о тех, кто еще долго будет скучать по дому. И я говорю, что будет в конце концов? Она сказала, время тьмы подходит к концу. Я так поняла, тьмы не в понимании тайны, таинственности, как я говорю, тьма не зло, а именно вот зла. Темень, наверное, так правильнее. И она сказала, и эта тьма за себя борется и будет бороться. Победить можно только разумом, но разумных очень мало. Однако боги создали людей, и они не допустят, чтобы их не стало на земле. Я говорю, а зачем я здесь? Так нужно было. Хотели тебе показать этот мир. Придет время, узнаешь, почему тебе показали. А теперь уходи. Она даже не повернулась ко мне. Она так, стоя затылком, мне сказала, а теперь уходи. И я чувствую, как будто, знаете, как пол
подо мной прям проваливается. Я падаю очень жуткой скоростью, падаю вниз. Страха нет, но ощущение неизвестности, что происходит и куда я падаю, как в бездну. Я упала в свое тело и встала резко. Я так резко вскочила, что кошка, которая рядом спала, испуганно, значит, прыгнула с кровати. На часах было 5 утра. Вот такое необычное явление случилось со мной прошлой ночью, друзья мои. Я уж думала, уже я избавилась и порадовалась даже, думаю, наконец-то уже отдохну, но нет, вернули назад. Не собирались забирать, просто хотели показать мне. И какие-то подсказки, которые потом я пойму, к чему это было. По сути, просто показали, подтвердили мои мысли, можно сказать. Примерно, конечно, я изучала это уже много лет. Но ощущения невероятные. Это не передать словами. Каждый раз, когда я оказываюсь в этом междумирье или за пределы, чувство невероятное просто. Сколько раз я оказывалась на берегу этой реки Стикс или просто мертвой реки. Там огромное количество миров, миллиарды миров. Так много их, и они такие разнообразные, поэтому я понимаю, почему люди, разные люди, возвращаясь с того света, рассказывают разные истории. Что-то объединяет, что-то вообще разъединяет. Это неудивительно. Каждый попадает в определенный мир, куда надо ему попасть. И возвращаются и говорят: ой, нет, вот там вот такой мир. Другой нет, вот так вот я поднималась вверх, потом что-то. Неудивительно. Потому что, видя вот эти огромные плавающие, как будто бы в воздухе облака, ведь эти все изображения фэнтези и то же самое искусственный интеллект, о котором говорят, это не совсем искусственный, это уже давно не искусственный интеллект, это отдельный интеллект, сгусток энергии, который уже живет своей жизнью. Это информационное поле, собранное отовсюду, все, что возможно. И это потом как бы регенерируется, это потом направляется, отправляется, перерабатывается и так далее. Но человечество ничего нового не создало. И даже в этих фэнтези, и даже в этих, там, этих картинках, даже в этих работах, скажем, Сальватора Дали и так далее, это все восстановленное по памяти, генетической памяти наших предков. И это все, это память нашей души. Просто у кого-то оно закрывается, у кого-то полузакрывается, у кого-то подсознательно иногда выплывает в виде каких-то картинок. Поэтому люди... Вы знаете, когда человек пишет книгу, я вам скажу, как человек, который пишет книгу. И написал не одну книгу, но художественные в том числе у меня произведения есть, да, или те же стихи. Такое ощущение, как будто твоей рукой ведут. Это не пишешь ты восстанавливаешь что-то по памяти. Но его нет в этом мире до этого всего. Но как будто бы вот из этих пластов информации тебе приходит это, понимаете? Ведут твоей рукой. Оно живет уже своей жизнью. Стоит написать что-то, какой-то очерк. И дальше сюжет просто раскручивается сам по себе. Приходят в мыслях имена героев, события, которые должны там происходить. Оно живет своей жизнью. Твоей рукой пишут определенные силы. Твоей рукой изображают картину, пишут картину. И прочее. И вот эти все картины, да, фэнтези, или как там их называются, которые показывают эти все острова, которые плывут по облакам, эти все замки необычные, эти все какие-то мир духов, эти все необычные создания, существа страшные или прекрасные и так далее.
Это все не фантазия человека, это все память его души. Он просто это здесь изображает и показывает нам. И у нас с вами одна прародина, это там. Вот когда туда поднимается душа, такое ощущение, знаете, такое, фух, вот вздыхаешь свободно, вот чувствуешь мир, реальность, мир, в котором нет страданий, где мудрость, где все по полкам разложено, где ничего случайно просто так не происходит, где все закономерно. Даже тот хаос, который нам кажется хаосом, закономерно. Прекрасный там мир. Но не спешите туда. У каждого должна быть своя миссия. Если вы хотите в том мире насладиться, в этом мире вы должны выполнить. Не мучиться, а выполнить возложенную на вас миссию до конца. И тогда вы попадете именно в тот мир, который, где ваше место, где есть свободное перемещение, потому что есть души-пилигримы, которые могут и оказаться и на земле, и среди своих родственников, и посмотреть, и опять куда-то уйти путешествовать. Это пилигримы. Это души, которым дают эту возможность. Есть привязанные души, это привидения, они живут именно в этом месте, в других местах не бывает, они привязаны к этому месту, они мучаются. Призраки, привидения, практически одно и то же, в принципе. И чаще всего это насильственная смерть или это люди абсолютно нелюдимые, ненавидящие мир людей, мир животных и прочие, причиняющие очень много боли. Они, как правило, после смерти превращаются в призраков. У них нет покоя. Или они уходят в этот мир теней, в это царство зла, где там разнообразные казни и очень страшные. Да, иногда думаешь, слишком жестоко, наверное, все же целую вечность, да, мучение души. Ну, а если с другой стороны подумать, есть люди, которые ходят и травят просто собак, кошек, которые безжалостно просто даже в этих соцсетях пишут о том, что наймут мужика, который придет их лопатой там, и все, не хочу повторять. Вот представьте, какая у них злая черная душа. И если эта душа попадет туда и будет вечно голодной и мучиться, разве это несправедливо за загубленные жизни, за эту вот бесчеловечность, за цинизм? Наверное, да. А те, которые совершают страшные жестокости, те же военные преступления, это все отрезание голов людей и прочее, причиняя просто невероятные страдания. Как думаете, их души, если попадут в это место, в эту паутину зла и ужаса, они это заслужили, вечно чувствуют тот самый ужас и страх, который они причиняли сами? Я думаю, да. Поэтому как быть в этой ситуации? Просто будьте людьми и все. Будь человеком. Не делай зла. Просто не причиняй зло. Ни за что, ни про что. Зло можно причинить в том случае, когда ты себя защищаешь. Это не зло, это справедливость причинить, скорее всего. Справедливость, да, ответить, чтобы тебе было чем оправдаться. А если ты просто хочешь делать больно, тем более понимаешь, что в этом мире как бы тебя за это не накажут, потому что, кто будет за собаку бедную несчастную наказывать, которую ты там привязал и палками бил, пока она орала и спускала дух. Никто ж не накажет. И ты думаешь, пофигу, все обошлось, чего мне там бояться? А потом твоя душа, когда выходит, и когда уже обратной дороги нет, чтобы ты вернулся и покаялся, и вернулся и искупил это, ты уйдешь вон туда, в эту паутину. Готов ли ты к этому? Заслужил ли ты? Да. Конечно, никто не захочет расплачиваться. Многие люди не верят в загробную жизнь. Или не хотят верить, потому что так удобно. Ни за что платить не нужно. Делаю, что хочу. А вот и нет. Говорю вам и заявляю со всей ответственностью. Мир, жизнь смертью не заканчивается. Начинается. Переходит в вечность. И уже у вас не будет обратной дороги и шанса вернуться и все исправить.
Поэтому не ждите завтрашнего дня. Если вы причинили зло, если ваша совесть нечиста, если вы сделали нехорошие поступки, единственный выход искупить — это не прошибать башкой пол, молиться и поститься, потому что от этого толку никакого никому нет. Нет. Вот сколько вы причинили зло или зла, 100 раз больше сделайте добра. Перекройте это зло. И когда вы уйдете туда, скажут: да, он в детстве утопил котенка, он сделал подлость. Это правда. Но раскаялся, осознал и спас тысячи кошачьих жизней после этого. Поэтому в высшие сферы он, конечно, не пойдет, но покой получит. Понимаете, о чем я говорю? Вот об этом речь. Задумайтесь над этим, друзья мои. Всем удачи!